Действительно ли переезд поможет тебе в психологическом смысле? Действительно ли переезд избавит тебя от детских травм? И действительно ли переезд изменит все в твоей жизни? Давай разбираться. Давайте вернемся в 2017 год. Момент, когда в моей голове зародилась идея о переезде, момент, когда мы начали с моей подругой делать какие-то первые шаги в эту сторону. И тот период для меня был максимально тяжелым, потому что я пыталась разобраться, понять себя, понять жизнь, что для чего создано, и все мы знаем эти мысли. И тогда идея переезда, конечно, она была спонтанной, безусловно, от этого я не отказываюсь, но при всем при этом мысль того, что ты переедешь, согревала тебя как-то изнутри, и ты благодаря этому как бы мог, типа, выживать, скажем так. И когда мы работали на износ, учились на износ, плюс ко всему писали дипломные работы, пытались изучать чешский язык, конечно, это все усугубляло эти мысли, потому что, ну, ты всегда искал в своей голове ответ на вопрос, а все ради чего вообще? И, собственно, когда ты переезжаешь, твоему мозгу нет дела до тех мыслей, которые у тебя были, и он фокусируется на том, как выжить в новой среде. И изначально, конечно, переехав сюда, тебе начинает казаться, что это было правильное решение, что теперь у тебя в твоей голове нет никаких мыслей, что все твои травмы, переживания, расстройства, апатии и тому прочее как рукой сняло. Но нет, переезд ничего не меняет. Я бы сказала, что у меня как-то по роду, знаете, написано, что я должна переезжать, потому что я в целом переезжала раз 20, да, и один раз глобально сменила страну. Но это как бы все тянется оттуда, все тянется из детства. И мне до сих пор хочется переезжать, менять обстановку, делать перестановку, потому что это что? Правильно, это меняет немножко наш мозг, чтобы он начинал привыкать к новому. И тем самым ты даешь себе время на то, чтобы остаться без каких-то негативных мыслей в голове. Суть-то остается одна неизменная, что от себя не убежишь. Где бы ты ни был, ты все равно встретишься с собой. Вечно бегать от себя ты не сможешь. И переезд твоих этих проблем не решит. Решит только проработка этих травм. Благо, конечно, первые несколько лет ты действительно думаешь о переезде. Я не знаю, я, наверное, не отношусь к тем людям, которые переехали. О, не уни, смотрите. Не уни. Где она? Вон она. Видели? Не знаю, не видели. Я не отношусь к тем людям, которые во время переезда начинают, давайте здесь поднимемся, начинают там типа грустить, впадать в апатию, переживать, что вот, а как же мой родной дом, а как же то все. Но нет, я считаю, что это не самая правильная позиция во время переезда. Конечно, наверное, это про принятие все. Ой, нахер здесь пошло. Я еще в белых джинсиках, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот. Я не отношусь к тем людям, которые именно впадают в апатию, начинают плакать. Я отношусь к тем людям, которые стараются как можно быстрее найти пути и способы решения проблем, которые в стрессовых ситуациях ведут себя спокойней. Для меня не стрессовая ситуация является стрессом. И наоборот. Стрессовая, критичная ситуация, ситуация, когда нет выхода, она для меня является нормальной. Кстати говоря, это место называется Витков, и я в описании оставлю все подробности, чтобы вы смогли сюда, если что, прийти и с этим прекрасным видом ознакомиться. И если мы вернемся к тому, почему мне комфортнее больше в стрессовых ситуациях, наверное, все это кроется в травмах детства.
которые я прорабатываю, с которыми я стараюсь бороться, понимать, откуда они идут. Задаю много вопросов папе, задаю вопросы маме, потому что вот эти вот все daddy issues и mommy issues, да, оно все рабочее, действительно рабочее. И сначала, когда ты весь такой в переезде, в изучении, в знакомстве, ты, конечно, об этом не думаешь. Но потом, действительно, потом, когда ты привыкаешь к городу, когда тебя уже так не впечатляют все эти виды, когда ты в целом знаешь культуру людей, в целом знаешь своих друзей, в целом знаешь себя, то ты начинаешь прям копаться. Есть люди, которые, наверное, это больше касается экстравертов, которые могут максимально себя окружить людьми, и в целом даже, ну, не пойти в какое-то копание. Наверное, я бы сказала, это больше касается экстравертов, потому что они чаще находятся наедине с собой и чаще ковыряют свою голову. Я думаю, что у меня многое связано из-за развода родителей, многое связано из-за того, что мы переехали в другой город. Получается, папа с мамой были в разных городах, и я иногда была с отцом на связи. Плюс ко всему большую роль сыграло то, что отчим, который появился через пару лет, меня не устраивал вообще. Не потому, что я ревновала, а потому, что он, как по мне, не самый хороший человек, я скажу так. Вот, и все те ссоры, все те драки, которые были с ним, наверняка они как на девочку на меня повлияли. Плюс я очень рано стала самостоятельной, потому что, мне так кажется, у меня родился младший брат, и я часто с ним сидела, часто мама уделяла внимание больше Андрею, и как бы, ну, я не глупая, да, я справлюсь, все окей, я в целом справлялась, спасибо, что не спилась, спасибо, что не снаркоманилась, все окей, жива-здорова, ничего этого как бы в моей жизни не присутствует. Но это же все нас закладывает. Аналогично то, что мой отец является... Вау-вау-вау! Я не знаю, слышите вы это или нет. Аналогично то, что мой отец является эмоционально закрытым человеком для меня, как для своей дочери. Это очень влияет на мои, например, отношения с мужчинами. И сейчас в моей жизни тот период, когда я достаточно давно нахожусь одна, и я пытаюсь понять, в чем проблема. Я пытаюсь понять, что я ищу в мужчинах. Я пытаюсь понять, для чего это все нужно. И вы знаете, это уже идет не в разрезе с переездом. Абсолютно вообще никак. Это уже идет просто в разрезе моей жизни. Кстати, вот смотрите, как эта беседка выглядит. Вот так вот. Конечно, понимание всех этих детских проблем, оно очень сильно упрощает жизнь, потому что ты можешь хотя бы здраво понимать и оценивать причину своих действий. И каждый раз, когда я переставляю в очередной раз мебель в своей квартире, я надеюсь, что это поможет утрамбовать мои новые мысли. Как бы, знаете, вы когда принимаете новую мысль в своей голове и переставляете, ваш мозг как бы одновременно с принятием окружающей обстановки принимает и мысль, которую вы в этот момент обдумывали. Тут какие-то грибочки, прикиньте. Хо-хо, класс. Не люблю ходить по грибы, если честно, но они прикольно выглядят. Но знаете, если говорить о том, рекомендовала ли бы я переезд в качестве мотиватора для изменения себя и своего сознания, да. Потому что, вероятнее, когда вы переедете сюда, вы поймете, что то, что было у вас дома, и то, что есть у вас здесь, это то же самое, и ничего не поменялось. И, вероятнее всего, именно это даст вам, а, наверное, толчок какой-то к тому, чтобы вы наконец-таки поняли, что суть не в стране проживания, а суть в вашей голове. Что помогло мне в целом принять переезд, понять, что проблема именно в моей голове? Наверное, то, что я много рассуждала. Наверное, то, что я поняла, что я себя специально забивала работой. Да, если говорить о моей работе, то я одновременно работала в один период на 5 работах. И не то, что это было посменно, это было одновременно.
И это, наверное, дало мне огромное понимание того, что, Диана, как бы хватит, да, давай-ка немножко отпускать, давай расслабляться. Возможно, конечно, на это также повлияли мои отношения, в которых я находилась, и я пыталась себя максимально, не то чтобы огородить от них, но максимально сделать так, чтобы у меня было меньше времени на эти отношения. Здесь, кстати, стоит какое-то дупло. Давайте заглянем в это дупло. В общем, на самом деле, ребята, девчата, все на свете. Секунду. Ниц там ныне. Ей, хе-хе-хе-хе. Что я хочу сказать, я не хочу тут размусоливать все свои проблемы, по крайней мере, не в этом ролике. Я хочу сказать о том, что никогда не страшно признать и понять свои проблемы. Не страшно обращаться к специалистам, которые помогут решить вам эти проблемы. Не страшно, что ты переехал из-за поиска новых впечатлений и из-за мыслей, что это поменяет всю свою жизнь. Не страшно вернуться домой, если ты понял, что в новой стране тебе не нравится. Если ты понял, что это был ошибочный переезд. Поэтому нет ничего страшного. Страшно то, что человек порой не осознает своих действий и не осознает, для чего он их совершает, да, с тем же самым переездом, если брать. Наверное, стоит просто немножко выдохнуть, сдаться самому себе и принять все составляющие своей жизни. Принять, например, что у тебя проблемы с деньгами. Принять, что у тебя нет отношений. Принять, что, допустим, как в моей ситуации, твой отец эмоционально закрытый человек. Принять его таким, какой он есть, и понять, что он не хотел как-то тебя обидеть, и он не хотел как-то пагубно влиять на твою психику. Просто принять, что есть люди, которые не могут сильно выражать свои эмоции. Наверняка в глубине души, даже если это не так, подумай, что наверняка в глубине души он тебя любит. И тогда твоя психика воспримет данный аспект как за правду. Так в целом во всем работает. Мне так кажется. Я не психолог, это лишь мой опыт, лишь то, чем я занималась и занимаюсь. Поэтому как бы это не рекомендации к действиям, это лишь мой опыт. Вот, и когда все вот эти составляющие ты принимаешь, то в целом становится легче жить. Когда ты принимаешь, что ты никому ничего не должен, что ты взрослый, самостоятельный человек, который сам может решать, что ему как делать, это вроде бы, знаете, все, казалось бы, такие банальные вещи, о которых постоянно во многих местах говорят, но важно же то, чтобы понять эти вещи, действительно понять, не просто прочитать «я самостоятельный человек», нет, а именно понять. Понять, что нужно брать ответственность за свои поступки, понять, что никто тебе ничего не должен. Просто понять, все понять. Нужно многое понимать на самом деле, но, в очередной раз, да, наверное, не стоит сильно ковыряться в своей голове, потому что можно доковыряться до каких-нибудь таких дыр, что никому хорошо от этого не будет. Аналогично, как у меня с чувствами, я не обладаю большим спектром эмоций, скажем так. И если я со своим психологом полезу в раскопку своих эмоций и чувств, скорее всего, моя психика не то чтобы не вывезет, но ей будет очень тяжело. Это как, знаете, рушить огромную стену, которую ты строил уже 28 лет. Поэтому тут большой вопрос, насколько вам нужно, насколько это необходимо для вас. Для меня нет необходимости рушить эту стену. Мне комфортно так, мне пока комфортно так. И самое-то главное, все, что происходит, все должно происходить со словами «пока так». И это нормально.